Всем привет! В этом видео я вам покажу, как собирала вот такой куб из макаронс. Если вам интересно, смотрите дальше. Для макаронс нам понадобятся следующие ингредиенты. Мелкий сахар, тогда лучше получится сироп и меньше вероятности, что он засахарится. Вода. Семена подсолнуха, обычные семечки. Черный кунжут. Черный какао-порошок. Сахарная пудра. 2 порции яичный белок. И так как макаронс очень важно, чтобы все ингредиенты были отвешены грамм в грамм, то используем молекулярные весы. Это очень хорошая вещь. Сейчас нам надо сделать муку из кунжута и семечек. Чтобы семечки и кунжут в процессе измельчения не образовался такой жирный, чтобы не отделялся масло, надо ингредиенты смешать. И сахарную пудру, и какао. Все это перемешиваем и ставим в кофемолку. Так как в кофемолку у меня все сразу не поместилось, я измельчала в 2 этапа. Ставлю вот половину этой массы, измельчаю. Пропускаю через сито. И вот эти крупные кусочки, которые остаются, их я добавляю в следующую партию. Конечно, если вы используете миндальную готовую муку, тогда этот процесс идет гораздо быстрее. Но мне очень нравится макаронс готовить не только на миндальной муке, а вот на разных других. Вот семена подсолнуха даст такой очень яркий вкус, как халва, что-то вот такое. Черный кунжут, яркий вкус. Ну, я его использую для того, чтобы макаронс были темные и без красителя, чтобы добиться вот такого почти черного цвета. И поэтому тоже какао-порошок можно использовать, простой какао-порошок. Но если хотим, чтобы макаронс были более темные, тогда, конечно, надо использовать черный какао-порошок. Когда мы все перемололи, пропустили через сито, добавляем 1 порцию белка. С белком так, если будет на грамм меньше, это ничего страшного. Но лучше, чтобы не было больше, чем указано в рецепте. Если вот эта масса получится жидкая, но довольно такая, тогда макаронс будет растекаться, и большая вероятность, что ничего не получится, или получится слишком такие плоские. Поэтому белок или точно грамм в грамм, или лучше немного меньше, на капельку меньше. Все надо перемешать в однородную массу. И тут в конце смотрим, чтобы эта масса у нас получилась очень-очень густая. Вот в этом этапе мы уже знаем, что у нас получится. Если масса густая, такая она как марципан, очень такая густая. И я даже советую, когда вот все это перемешали, оставляем в чаше, в посуде, распределяем по стенкам и вот так оставляем до того момента, пока будем использовать, пока приготовим сироп, пока подготовим все остальное.
Пусть она еще немного подсыхает. Тогда макаронс еще лучше получится. Вот так распределяем, и она немного подсохнет. Далее надо приготовить сироп. Сироп надо варить в ковшике с толстым дном. И по возможности, чтобы ковшик в диаметре тоже был небольшой. У меня этот в диаметре 14 сантиметров. И так как я еще готовлю половину порции, то побольше ковшик вообще не годится. Наливаем воду, добавляем сахар и ставим на плиту. Сироп варим до 110-112 градусов. Подготавливаем вторую порцию яичного белка. И когда вот эта температура сиропа 110-112 градусов, начинаем взбивать белок. Белок нам надо взбить не в крепкую пену, а в такую стабильную, мягкую, такую пивную пену. Если оставим слишком жидкую, то макаронс тоже будет жидковатый. Вот есть вероятность, что вот эта масса будет жидковатая. Если слишком долго будем взбивать, то макаронс поднимутся и у них останутся внутри пустоты. Вот это важно, не перебить в этом этапе белок, чтобы макаронс не были пустые внутри. Сироп варим не до 118 градусов, как обычно все говорят. Я вот раньше варила 118 градусов, и мне было так, что один раз макаронс получается, а в другой раз что-то не получается, масса слишком жидкая. И я вот пробовала варить немного дольше, так как для макарон сироп годится от 118 до 121 градуса. И я вот варю 120 градусов. Тонкой струйкой вливаем в белок непрерывно, взбиваем на низкой скорости. Вот что еще важно. Взбивать на низкой скорости. Это тоже влияет на то, чтобы в макаронс не образовались пустоты после выпечки. Надо взбивать сейчас вот этот белок с сиропом до таких устойчивых пиков, до такого устойчивого клювика. Когда поднимаем венчики, образуется такой клювик. И примерная температура этой массы 40-45. Может, конечно, быть и ниже, но если будет выше 45, то тоже будет немного жидковатая вот масса в конце. Поэтому я взбиваю малое количество белка в довольно вот такой большой чаше, чтобы белок быстрее остыл. Вот у меня остыл он до 38 градусов. Это такая оптимальная температура. Даже ниже, чем обычно. Обычно мне он остывает до 40 градусов. И сейчас примерно половину или 1/3 белка вмешиваем в наш подготовленный. Эту часть мы просто вмешиваем. Тут нет какой специальной техники, как надо мешать. Надо просто все хорошо перемешать, чтобы масса стала более такая податливая, мягкая. И потом уже будем вводить вторую часть белка. И тогда уже надо аккуратно. Тут не надо считать, сколько мы мешаем, сколько поворачиваем чашу, как я знаю, советуют. Тут просто надо аккуратно. Придавливаем, как бы выдавливаем воздух, снизу поднимаем наверх и вымешиваем. Ну, важно придавливать, чтобы воздух не оставался в этой массе.
Если будет воздух, то макаронс будем отсаживать, и там будут вот такие пустоты, пузыри. Вот в этом этапе мы можем от них и избавиться. Такими аккуратными движениями вымешиваем, придавливаем, вымешиваем, придавливаем. Надо мешать. Когда уже видим визуально, что белок вмешался, мы можем проверять, достаточно ли мы вымешали тесто. Поднимаем лопаткой вот эту массу, и ей надо не просто спадывать с лопатки, а надо стекать такой густой непрерывной лентой. Но тут надо быть осторожными, потому что если она будет слишком жидкая, опять макаронс мы будем отсаживать, и они будут такие плоские. Если будет слишком густая, тогда макаронс будет такие неровные, такие как с шапочками. Тут надо просто тренироваться и смотреть. Вот пару секунд, чтобы эта масса вот так стекала. И даже вот если она немного остается густая, это будет лучше, чем если мы ее вымесим до такого состояния, когда она будет очень-очень жидкая и стекает очень быстро. Если не уверены, то оставляйте немного гуще, не домешивайте, и все получится. Тогда просто надо будет отстукивать побольше макаронс, если отсаживаем такие густую массу. Надо будет отстукивать, чтобы они были более такие ровные, без таких бугорков. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Наполнили кондитерский мешок. Тут тоже, вот видите, эти пузыри, пустоты надо так немного выдавить. Отсаживание — это тоже такой момент, который трудно рассказать. Это просто надо тренироваться, пока получится и пока поймете, как это правильно делать. Я макаронс пекла на разных ковриках. И на обычном пергаменте, и на силиконовом коврике. Но самый лучший — это тефлоновый коврик. Вначале у меня был простой тефлоновый коврик, но сейчас я достала такой довольно плотный коврик. Это нереально классный коврик. Я оставила вот тесто немного такое густоватое. Вот видите, я отсаживаю, и мне немного остаются такие хвостики. Вот это самый лучший вариант, если вы не уверены, какой консистенции должно быть вот это тесто. Отстукиваю я только тогда, когда вот есть такие маленькие хвостики, я где-то раз-два отстукиваю противень, и все. Но бывает так, что тесто я вымесила довольненько жидковатое, и тогда отстукивать вообще не надо. И сейчас надо подсушить. Тут тоже трудно сказать конкретное время, сколько надо сушить макаронс.
Это зависит от влажности в вашем помещении. Чем влажнее воздух, тем дольше они будут сушиться. Тут просто мы визуально смотрим, они уже не так блестят. Пальцем дотрагиваемся. Если масса не прилипает, они даже вот так немного можно прижать, остается такая маленькая ямочка, но они не прилипают. В этот раз я сушила где-то 30 минут, так как сейчас осень и воздух довольненько такой влажный. А летом они сушились, мне даже 10 минут я оставляла и потом выпекала. Еще время сушки зависит от муки, какую мы используем для макаронс. Так как я тут экспериментирую с разными добавками, конечно, тут мука бывает более влажная, более жирная. И это тоже влияет на тот шаг, сколько мы их сушим. Выпекаю я вот почти на самом верхнем уровне 145 градусов. Через 5 минут появляется сама эта юбочка. Она только появилась такая маленькая, потом макаронс еще поднимается, юбочка вырастает, на 10-й минуте она уже выросла. И на 10-й минуте примерно я быстро приоткрываю дверцу, выпускаю пар и закрываю. Выпекать макаронс тоже нету такого конкретного времени, но примерно это бывает 12-15 минут. И температуру и время выпекания надо смотреть по своей духовке. Чтобы проверить, готовы ли они, можем на 12-й минуте открыть, потрогать. Если вот шапочка почти не шевелится, тогда они готовы. Но если она еще так конкретно ходит, тогда еще немного на минутку оставляем. В этот раз я выпекала 15 минут, потом я достаю, примерно 5 минут оставляю на противне и снимаю. Но тоже снимать с противня сразу или оставить, я смотрю на то, насколько они пропеклись. Если я достаю, когда они еще немного шевелятся, вот совсем так немного шапочки шевелятся, я их вынимаю и оставляю на горячем противне, пусть они там остывают. И потом снимаю коврик, ставлю на стол, пусть остынут полностью, и потом можем снимать с коврика. Если макаронс я достаю, когда они вообще не шевелятся, эти шапочки, тогда я их сразу снимаю с противня, чтобы они высыхали дальше на этом горячем противне. Вот эти макаронс я оставила 5 минут на противне и снимала. Почти такие теплые, и они соскальзывают с этого коврика. Это потому, что они высушились просто идеально. И второе, конечно, сам коврик. Этот тефлоновый коврик, он глянцевый, плотный, идеально подходит для макаронс. Если такой приобрести, я думаю, у каждого получится шикарные макаронс, потому что коврик влияет на то, как они пропекаются, как они снимаются. Собираем половинки вместе, ставим плотно закрытый контейнер и ставим в холодильник. Я обычно выпекаю макаронс, ставлю в контейнер, ставлю в холодильник, и только на второй день я их наполняю с кремом. В этот раз я хотела не просто приготовить макаронс, но собрать из этих макаронс вот этот популярный куб. Один из редких трендов, который мне понравился. Крем тут нужен плотный. Чтобы собрать вот такой куб, надо использовать очень плотный, стабильный крем. Поэтому я взяла взбитый шоколадный ганаш. У меня есть на канале рецепт. Он просто шикарный для того, чтобы собрать вот такой куб. Он очень стабильный после отсаживания. Макаронс с ним не становятся мягкие, влажные. Конечно, вы можете использовать любой другой ганаш, крем. Но я в первый раз подумала взять стабильный, чтобы вот все получилось. Тут еще есть так, чтобы собрать такой куб, надо, чтобы все макаронс были одинакового размера. Ну, конечно, у меня они не бывают так, что все одинаковые. Я их так поделила, чтобы примерно
в каждом ярусе они были одинаковые. На 3 части поделила. Внизу взяла самые такие большие, потом средние и наверху оставила маленькие. Но так, чтобы в каждом вот этом ярусе они все были одинаковые, чтобы куб был ровный. Крепила их я на шоколад, просто растопила шоколад. Тарелку я поставила в морозилку и примерно 10 минут там подержала, чтобы вот эти первые макаронс, которые я кладу, чтобы они сразу схватились и стабильно держались, так как они будут держать всю конструкцию. После того, как я все приготовила, тут я могу посоветовать делать так, чтобы вот эту нижнюю часть мы собрали, поставим в холодильник, чтобы они схватились, стабильно все держалось, и только потом кладем второй ярус. Я собирала все сразу, и поэтому в конце вы увидите, что был немного такой неровный, так как они еще не были стабильные, ганаш только отсаженный, я сразу собирала вот этот куб. Но потом я их разделила там, где были неровные, и собрала как бы заново те места, которые мне не понравились. Но шоколад надо добавлять довольно так нормально, чтобы не было вероятность, что они где-то могут упасть. А если вы собираетесь вот такой торт делать на заказ, и его, конечно, будет перевозить, вот тут надо, да, понять эту стабильность, как их приклеить, чтобы во время перевозки ни один макаронс не отклеился, не упал, не отвалился. Но самое главное вот в этом моменте это сам ганаш. Если ганаш будет стабильный, крепкий, то вся конструкция будет тоже стабильная, крепкая. И, конечно, если вы постараетесь сделать все одинаковые макаронс, ваш куб тоже будет визуально смотреться гораздо красивее, чем и тогда, если где-то что-то будет неровно. Я тут ничего не ждала, я только отсадила вот ганаш на макаронс, только собрала половинки, сразу их собирала вот в этот куб. Повторюсь, лучше ставить в холодильник, чтобы каждый вот этот слой немного стабилизировался, схватился, и только тогда накладываем второй. Особенно вот третий, вот этот ярус может немного подождать, чтобы второй с первым хорошо застыл. И немного про сами макаронс. Если вы используете миндальную муку, только миндальную, и уже как бы понимаете, как с этими макаронс работать, как выпекать, сколько сушить, вы привыкаете, уже понимаете. Но если вам нравится экспериментировать, вы не боитесь экспериментов, вы можете, как я, использовать разные виды муки. Но тут надо понять то, что с каждой мукой макаронс отличается. Отличается и вот время сушки, отличается время выпекания. Все немного по-другому. Тут просто надо смотреть каждый раз, какая влажность, насколько сухое у нас вот это тесто получается. Каждая мука отличается своей влажностью. Например, если готовить из кокосовой муки, не муки, а вот из кокосовой стружки делать муку, то они получаются более такие влажные, они очень сильно поднимаются, и поэтому тут надо смотреть, чтобы не сильно перебивать вот этот белок, чтобы они не поднимались, не оставались пустоты. А вот с арахисовой мукой они получаются, даже я скажу, самые идеальные. Еще есть вот такой вариант, когда выпекают на пшененой муке. Я тоже пробовала на пшененой муке. Все получается. Я даже бы сказала, что вы не отличите макаронс, которые на миндальной муке и которые на пшененой муке. Но тут тоже надо понимать, что вы не можете тренироваться на пшененой муке и думать, что потом на миндальной у вас все получится. Так как пшененая мука, она суховатая, а вот ореховая мука, она более такая жирноватая, влажная. Поэтому, да, на всех видах муки можно приготовить, только надо экспериментировать, смотреть, надо понять вот эту влажность, консистенцию,
Все это надо просто готовить и смотреть. Я еще советую, чтобы экспериментировать вот с макаронцами, не надо выпекать сразу полную порцию. Обычно в тортах мне свечки не нравятся, но вот это такое исключение, этот случай, когда свечки тут подходят, красиво смотрятся, они не лишние, они не испортят вот этот сам торт. Вот только собранный мой вот этот куб немного вот неровный, поэтому я его потом немного разобрала. Вот там были какие-то 3 макаронс, которые криво сидели, я их сняла и заново поставила, и потом, да, все было идеально, ровный, красивый, вкусный. Я не эксперт макаронс, я просто любитель, мне нравится их выпекать из всех видов муки. Они получаются вкусные, ароматные. Поэтому я люблю готовить не только на миндальной муке, но люблю использовать, экспериментировать на разных видах муки. Мой куб простоял в холодильнике сутки, и только тогда я его как бы разбирала и пробовала сами макаронцы. Это для того, чтобы проверить, как он будет держаться, насколько он устойчивый, стабильный. И смотрим, как он разбирается. Очень легко можно отломать вот этот макаронс. Конечно, он не будет такой идеально красивый, потому что это место, где мы его как бы приклеили с шоколадом. Видите, он такой мягкий, но в то же время он не промыкает настолько, чтобы разваливался. Этот крем хорошо подходит для макаронс. Я думаю, это будет не последний вот такой куб. Макаронс варианта есть очень много. И с каждым я приготовлю, покажу новые рецепты. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивите гостей. Всем пока!